Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим ключевые новости, события, а также ожидания, что сегодня предполагается в течение дня и как поведут себя ключевые активы, доллар, рубль, золото, нефть и другие сегодня на открытии российской фондовой площадки. Так, в Америке продолжается мыльная опера, связанная с выборами президента. Уже безоговорочно, практически с вероятностью 100% победил Байден. Трамп сейчас всевозможные козни строит по передаче власти, готовит иск в Верховный суд. И этот иск он поставит верховного судью, которого недавно выбрал Трамп, в достаточно неловкое положение. Во-первых, примет, не примет она иск, во-вторых, как она будет этот иск вести и реагировать на него. Потому как вроде как недавно Трамп ее выбрал с таким намеком, что она ему должна помочь с выборами. С другой стороны, как бы здесь, уже очевидно, что перевес в пользу Байдена. Вероятность того, что Трамп позиция отыграет, очень небольшая. И поэтому судья, если здесь будет идти навстречу Трампу, она может свое будущее подпортить изрядно. Но сейчас уже достаточно длительное время идут дебаты по поводу того, что было бы лучше, что было бы правильнее, кто победил, Трамп или Байден. Лично мое мнение, хорошо, что победил Байден, это гораздо лучше и для Соединенных Штатов, и для мира. Хотя вот такие злые шутки отпускают отдельные, скажем так, люди по поводу того, что в Америке произошла нормальная ротация, когда президент Самодур сменился на нормального президента-коррупционера. Не знаю, насколько правда эти намеки по поводу Байдена. В сети можно найти массу историй по поводу того, что к нему были вопросы в части того, как он и его семья ведет дела. Он очень длительное время находится в политическом истеблишменте. И поэтому, с одной стороны, как бы у него большой опыт, с другой стороны, по нему масса комментариев со стороны тех лиц, кто с ним сталкивались. Но здесь в любом случае надо понимать, что в Америке президент это лицо, которое оно не обладает всем спектром власти, как там в монархии какой-то. То есть да, он играет значительную роль, но во многом его решение, его действия определяется, во-первых, окружениями, особенно вице-президентом. Во-вторых, у него есть серьезный противовес в лице Конгресса, Сената. То есть он безоговорочно свою волю не может проталкивать. Вот. И в связи с этим здесь есть одно обстоятельство, которое, в общем-то, достаточно позитивно, с моей точки зрения, повлияет вообще как бы на все эти инсинуации в сторону Байдена. И с другой стороны, вообще может кардинально изменить ход правления Байдена вот эти 4 года. Это личность его вице-президента Камала Харрисон. Это очень известная дама, она борец за права женщин, чернокожих, цветных. Человек она очень принципиальный, можно сказать практически кристально честный. И поэтому всем режимам внешним, которые с кем ей придется вести переговоры, будет достаточно сложно. Потому как такие люди, у которых, скажем так, мало изъянов, они представляют очень высокую опасность для внешних игроков, потому что на них мало точек воздействия болевых. Вот. И поэтому, соответственно, то есть я ожидаю, что внешняя политика Соединенных Штатов будет достаточно принципиальной, достаточно жесткой, достаточно крутой. По крайней мере, за 4 года правления Байдена. Ну, что здесь можно сказать? Почему там Трамп проиграл, Байден победил? В текущий момент времени произошли ротации вообще во всем. То есть мир развивается, мир меняется. Если ранее республиканская партия, это была партия таких матерых капиталистов, то сейчас произошел сдвиг. И сейчас республиканская партия, она представляет интерес так называемого уходящего класса. То есть это фермеры, это Средний Запад, глубинный народ. То есть там, где вот сильны эти самые так называемые традиционные ценности, там, где либо фермеры, либо люди работали на заводах автомобильных. И поэтому в текущей ситуации, когда идет смена экономического и социального уклада, та группа лиц, кого представляет республиканская партия и на ком очень удачно сыграл Трамп, она, в общем-то, теряет свое значение, сходит с арены. И, по сути, если так вот утрированно, грубо говорить,
победа Байдена над Трампом — это победа вот этого, как это, кряклов, как это называется, кряклов, то есть людей нового мышления, людей, которые живут в городах, над вот этим вот глубинным, скрепным Западом, диким Западом, который изначально породил Америку. Вот. Но здесь, собственно говоря, это просто определенная веха истории экономического, социального, политического развития. И я уже неоднократно озвучил свою точку зрения, что именно по этой причине Трамп не может победить. Он не может победить просто потому, что время вот той базы, того вида развития, вот этот весь лепет по поводу давайте сделаем Америку великой через реиндустриализацию. Ну, товарищ, уже как бы посткапитализм, постиндустриальная фаза, уже как бы конечная стадия развития капитализма. Какую ты хочешь индустриализацию Америки делать? Ты что, хочешь Нивы собирать? Или там другие машины? Нет. Все, надо разрабатывать идеи, технологии, их экспортировать в мир. И именно поэтому, потому что вот такая уже произошла экономическая, социальная разбалансировка, именно поэтому победили демократы и победил Байден. Да, к его личности очень много вопросов и претензий, и шуток неоднозначных. Но надо понимать, что все-таки Байден — это человек с очень непростой судьбой. У него в молодом возрасте погибла в автокатастрофе жена с маленькой дочкой. И потом у него старший сын умер от рака. То есть, ну, не дай бог, чтобы у человека были такие потрясения за жизнь. И поэтому все-таки, наверное, надо здесь сделать скидку определенную. И потом, я думаю, его вице-президент Камала Харрис, она вполне как бы очень удачно и очень мощно компенсирует те недостатки, те изъяны, те претензии, которые предъявляют Джо Байдену. Поэтому, конечно, с одной стороны, Байден пришел, когда наступили очень непростые времена в Америке. Это связано и с пандемией, коронавирусом, новой волной. Помимо всего этого, пандемия, она, скажем так, возникла уже, когда пошел слом в экономике, падение мировой торговли. Вот. Ну и плюс, что получил Байден? Байден получил Америку в состоянии третьей или второй волны ковида, кто как считает, с раздутым фондовым рынком, по мультипликаторам он чудовищно дорог по многим компаниям. Ну и все это ему придется как-то разруливать, как-то решать все эти вопросы. Итак, друзья, давайте перейдем к активам. Но вначале немножко статистики. В субботу вышли данные по поводу экспорта и импорта Китая. Здесь позитивная динамика. У Китая за октябрь вырос экспорт. При этом достаточно несущественно вырос импорт, то есть платежный баланс положительный, его значительный рост, больше чем предполагалось, он составил. С одной стороны, это, конечно, позитивная динамика, и возможно, что один из факторов, почему сегодня по нефти идет рост, как раз связан с ситуацией, со статистикой по Китаю. Но здесь надо четко понимать, что сейчас входит вторая или третья волна, как это самое, ковида в силу, и поэтому экспорт у Китая, скорее всего, расти в ближайшее время он не будет. Вот, поэтому да, на текущий момент это достаточно позитивный момент, но не факт, что в ближайшие 2-3 месяца будет такая же положительная динамика. Так, ну и вот что касается цен на нефть. ОПЕК немножко недооценил степень просадки, что, в общем-то, отскок и рост потребления нефти будет на таком объеме, как сейчас, и поэтому вот то, что мы сейчас наблюдаем, то, что нефть ушла в диапазон 37-41, это как раз следствие того, что мировая экономика восстанавливается недостаточно бодро. Ну и вот, что касается индикаторов восстановления мировой экономики, это, к примеру, трафик автомобилей в Англии. То есть сейчас как бы трафик находится на значительно меньшем уровне, чем в 2019 году. Соответственно, меньше спрос на нефть, уже даже если судить по Англии. Так, ну и на текущий момент Япония где-то на треть сократила покупки нефти у ОПЕК. Но здесь два фактора. Первый фактор то, что экономика Японии не восстанавливается достаточно быстро. И есть другой фактор, что туда американцы пытаются продавать свою нефть. Вообще как бы в Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно в Японию, потому что японцы всегда платили хорошую цену за энергоносители.
Так, ну и текущая ситуация в Мексиканском заливе. Здесь, конечно, произошло снижение добычи нефти, но это снижение не в таком большом объеме, как предыдущие ураганы, которые были в этом году. Итого мы видим давление на цены на нефть. Конечно, как бы не может быть бесконечной просадки, всегда будут отскоки, но тем не менее, то есть вот все эти факторы, они указывают на то, что все-таки нефть, скорее всего, в ближайшее время будет проседать. Так, друзья, ну то, что по Китаю вышла хорошая макростатистика по экспорту, это, в общем-то, вывело на новые высоты китайский фондовый индекс. И вот если он закрепляется на этой неделе выше 4900, то мы можем увидеть по нему новогоднее ралли, движение с целью покрытия вот этого пика, который был достигнут в 2015 году. Ну и по дневке здесь на текущий момент идет ракета, пробой, консолидация верхней границы. Вопрос в закреплении. Если вот закрепляется выше 4900, то это позитивный момент, и значит действительно как минимум на этой неделе мы увидим, если не движение молниеносное вверх, но по крайней мере по факту закрепления будут задерги наверх с целью попытаться перейти на новый энергетический уровень. Таким образом, по китайскому фондовому рынку достаточно позитивная ситуация. Вот. Ну, здесь два ключевых фактора. То, что вышли позитивные данные макроэкономические по поводу экспорта, и то, что избрали президентом не Трампа, а Байдена. У Трампа испорчены личные отношения с руководством КНР, действовал он очень импульсивно и неосмотрительно, и поэтому, да, там есть противодействие, они как это natural enemies, Китай и Соединенные Штаты, но с другой стороны он это перевел в эмоциональную недопустимую сферу, и таким образом, когда устранен такой игрок, который вызвал негатив между двумя великими державами, сразу как бы Китай воспарил. Политика плюс экономика, как следствие синергетический эффект и рост. Ну и такая ситуация, это может послужить очень хорошим подспорьем российскому чермету. Вот с таким ростом Китая как бы мы не увидели переписывания хаев по всему чермету российскому. Так, друзья, далее российский индекс RGBI, недельный таймфрейм. Но у нас, в общем-то, пошло мощное движение, и вот здесь как раз ситуация складывается таким образом, что если будет пробой 154.2 и закрепление в этом диапазоне, то мы увидим рост вот этого индекса RGBI, его движение, цель которого будет 155.3, и если такое на этой неделе произойдет, то для рубля это будет очень хорошее подспорье. Поэтому сейчас складывается парадоксальная ситуация. Непонятно, что с ценами на нефть вроде как должны идти вниз, а рубль может либо укрепляться, либо находиться в проторговке. Вот. Но с технической точки зрения, я думаю, все-таки рубль скорее будет ослабляться. Возможно, будут задерги на укрепление рубля. Но в целом, рано или поздно, все равно ситуация придет к тому, что рубль будет проседать. Посмотрим, как сегодня пройдет понедельник. Вообще, как бы, если смотреть крупные таймфреймы, месячный, недельный и дневной, то по рублю должно быть движение на ослабление рубля. Но опять же, с таким ростом Китая, сейчас если еще пойдет риск-он и заход денег в emerging markets, то как раз вот сегодня мы посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Возможно, и не будет негатива по рублю, если сегодняшний день покажет, что пошел значительный приток капитала в российский фондовый рынок и на emerging markets. Так, ну и что касается индекса доллара. Недельный таймфрейм показывает, что на прошлой неделе, вот в связи с завершением выборной эпопеи в Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, к тому, что она подошла к определенному логическому финалу, произошло снижение индекса доллара. Вот. Здесь можно сказать, что по закрытию недели фактически растущий тренд в индексе доллара, он был перебит. Теперь возникает следующий вопрос. Вот то, что сейчас происходит, приведет или не приведет к пробитию 91.72. Если приведет, то в ближайшее время это будет сильнейший риск-он, который может спровоцировать рост, в том числе и российского фондового рынка. Вот. Но если это в ближайшее время не произойдет, то отсюда вполне может быть возврат в этот диапазон, и тогда наоборот мы увидим достаточно сильное давление на фондовые рынки. Поэтому по индексу доллара в ближайшее время ситуация определится.
Здесь вот пошел слом роста, вопрос только в том, вот он закрепится здесь или нет. Если он здесь будет длительное время торговаться, то есть не пойдет вниз, ну как длительное время, неделю, 2-3, то в конечном счете это приведет к возвратному движению, тестированию 94 уже в течение ближайшего месяца. Если такового движения не произойдет, то соответственно будет провал и мы увидим риск он. Так, друзья, далее индекс РТС. Здесь, если у нас не будет закрепления вот в этом диапазоне, если мы увидим на неделе возврат под вот эту синюю линию 1170, то у нас соответственно пойдет провал, и цель движения этого провала будет 1125, ну или 112500 по фьючерсам на индекс РТС. Вот. Если мы закрепляемся в этом диапазоне, то на этой неделе у нас вполне цель движения может составить 123 800, 124 тысячи, если по фьючерсу смотреть. Но там немножко оно будет повыше значение. По индексу РТС это 1238, вот сюда вот. Опять же, здесь зависит от динамики цен на нефть, это раз, и от того, что будет с индексом доллара. Вот. Нефть сегодня ситуация определится, но до этого, исходя из закрытия предыдущей недели, по нефти был сигнал на то, что нефть будет снижаться в течение этой недели. Вот. Но опять же, подчеркну, сегодняшний день может эту ситуацию переломить. Так, Америка, S&P 500, SFD на фьючерс, все как бы она улетела в космос, и сейчас речь идет о тестировании двойной вершины. То есть перекроется, не перекроется максимум, который был недавно написан. Если перекроется и пойдет рост объема, то мы увидим полет в космос, возможно даже на 3700. Если здесь пойдет снижение объема, то вполне как бы возможно, что это будет двойной вершиной, и тогда будет корректирующий откат. Соответственно, первая цель это будет возвращение вот в этот зеленый прямоугольник, который находится около 3400. Так, ну и по дневному таймфрейму у нас здесь ключевой момент, вот это вот переписать хай, который здесь возник. Если мы его переписываем, то все, уходим на новые высоты. Если не переписываем, то здесь разворотная формация. Вот этот хай мы уже, можно сказать, переписали. Вот, поэтому остается добить, не добить вот это максимальное значение. Если оно не будет добито, то мы отсюда увидим, если оно будет добито и не будет пробоя и закрепления, то мы увидим откат. Цель этого отката будет возврат вот сюда, вот в эту зону. Так, друзья, далее нефть. Сейчас она вот пытается развернуться, немножко скорректироваться. Если 40,1 на объеме не пробиваем, то отсюда возникает отскок, и цель этого отскока будет движение с целью переписать 41,53. Если 41 здесь будет пробой, то мы возвращаемся колбаситься в районе 39,62 вот на этот сильный уровень. Вот, поэтому в ближайшие час, два, три ситуация прояснится, либо мы от текущего значения или же 40,1 отбиваемся, или в случае пробоя наиболее вероятный сценарий на ближайшее время это движение вот сюда, вот в эту область. Так, далее золото. По золоту все отлично, рост идет. Если не будет в течение сегодняшнего дня коррекционного отката с пробитием 1951, то все как бы отсюда мы можем пойти и выше. Здесь уже по факту закрепления вот в этом диапазоне открывается новая волна роста, цель которой будет в ближайшее время переписывание хаев, там, по-моему, 2070, 2090. Но здесь опять же надо будет сейчас смотреть, будет, не будет ли пробито 2000, и если будет пробито и пойдет здесь закрепление, то как будет формироваться следующая волна движения, цель которой будет переписать исторический максимум 2090. Ну а сегодня на утро и на день задание удержания вот этого диапазона. Если он будет удержан, то мы увидим продолжение роста. Вот. Если здесь пойдет пробитие, то откат, который последует за этим пробитием, первая цель движения будет попытка сходить на 1935-1932, вот сюда, в этот диапазон. Если он будет пробит, то все это дело посыпется.
Так, друзья, далее USD Tomorrow, рубль-доллар, часовой таймфрейм берут. Смотрите, ситуация здесь, конечно, очень интересная. Она заключается в том, что с одной стороны, судя по тем сделкам, которые на Форексе были в пятницу вечером, кто-то валюту очень активно гребет. С другой стороны, вроде как рискон начинается. И еще с другой стороны, вроде как и нефть падает. Поэтому здесь, конечно, яролаж, будь здоров, намечается. Вот, что здесь хотел сказать. Вот у нас в целом мы находимся сейчас на сильном уровне, который 77.35. Соответственно, вот вполне может быть с утра пробой и движение, цель которого 76,9, вот сюда вот сходить. И в случае пробития 76,75 на объеме, тут сразу возникает волна движения, цель которой 76,5, 76,15. Но на текущий момент понедельник сейчас определит дальнейшее движение в паре рубль-доллар в том числе. Вообще как бы по старшим временным таймфреймам здесь указание на то, что рубль должен ослабляться. Но поскольку мы с вами видим, что происходит с индексом доллара, что Китай сегодня просто чудесно открылся. И, собственно говоря, я обращал внимание, что надо посмотреть в понедельник, как будут развиваться события. И вот этот нисходящий тренд на ослабление рубля, который сформировался в конце прошлой недели, он сегодня может быть по-другому отторгован, и мы увидим дальнейшее укрепление рубля. И первая цель 76,1, потом возможно 75. Вот, поэтому сейчас на открытии, если будет пробой 76-75, то вполне возможно, что никакого тренда на ослабление рубля на этой неделе не будет. Мы увидим сегодня движение в районе 76,5-76,15. И если будет закрепление в районе этих значений, то вполне как бы возможно, что мы увидим на этой неделе в дальнейшем позитивную динамику по рублю. Сейчас на открытии, если пробой возникает 76-75, то скорее всего движение пойдет вниз. Если такого пробоя не будет, то здесь по факту отбоя, консолидации мы увидим отскок. И цель этого отскока будет сходить вот сюда, вот этот диапазон в районе 78,3. Если сейчас с утра сразу пойдет движение вверх и будет пробой 77-77, то у нас цель этого движения будет сходить на 78,3. Обращаю внимание, что сейчас несколько парадоксальная ситуация, судя по позициям юридических лиц на Форсе. Я об этом рассказывал в субботнем выпуске, что они делают ставку на снижение нефти и на укрепление рубля. Вот. Поэтому здесь как бы рынок, он все время дает новые загадки, новые задачи, и поэтому в настоящий момент, несмотря на то, что идет снижение спроса на нефть, в то же время, как мы видели по индексу доллара, на открытии понедельника ожидается риск он. Так, друзья, ну все, это основные моменты рассмотрели. Спасибо за внимание.